my song. You are the well, the one I'm drawing from. I'd like you to turn to James chapter 4. Откройте, пожалуйста, Иакова 4 главу. This is a very familiar verse, Очень известный стих, one that you may think about a lot, but then need to be reminded of frequently. возможно, вы о нем часто думаете, но и напоминать, я думаю, о нем нужно почаще. Verses 13 and 14. 13 и 14 стих. Would you read that? Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там 1 год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. James says that life is like a vapor, just a breath. Иаков говорит, жизнь как пар, как дуновение. He said instead of making so many plans, what we ought to realize is, if the Lord wills, we shall live and also do this or that. Вместо того, чтобы строить много планов на будущее, мы должны больше размышлять в таком ключе, что если Господь позволит нам, мы это сделаем. Sometimes I read the Bible and I know the facts of the Bible. Порой я читаю Библию, и я знаю библейские факты. I know what it says, but sometimes I need to be reminded that it's really true. Иногда я все это знаю и понимаю, но тем не менее мне нужно напоминание о том, что это действительно истина. Life goes by very quickly. Жизнь пролетает очень быстро. It doesn't seem like that long ago when I was in your position, Вы знаете, мне кажется, что совсем недавно я был в вашем положении. sitting in a class, Я taking тоже notes, сидел на уроке, я тоже Studying for конспектировал, я тоже готовился к тестам. and now let me show you a picture of our family. А теперь позвольте показать вам фотографию нашей семьи. Those are not our children, Но это не дети наши, those are our grandchildren. это наши внуки. We couldn't imagine having 4 grandchildren, Мы даже не думали, что у нас будет 4 внука. but now I'm thinking about their future. Но теперь я уже думаю об их будущем. I'm thinking about who they're going to marry, Я думаю о том, а кто же станет их спутником жизни. and I want them to marry Christians Я очень хочу, чтобы это были христиане. because family is very important. Потому что семья, она очень важна. Not too long ago at church, I was studying in my office, Вы знаете, недавно в церкви я сидел у себя в кабинете, занимался, and someone called the church building, и вдруг в церковь позвонили, and the secretary told me that it was my aunt that was on the phone. и секретарь сказала, что мне звонит тетя. I couldn't believe my aunt. My aunt? Who is my aunt? Я такой, я не мог поверить, я тетя? Какая тетя? So I picked up the phone and she said, "Is this David Phillips?" Я беру трубку, а она меня спрашивает, это Дэвид Филлипс? And I said, "Yes, it is." Я говорю, да. She said, "This is your Aunt Daisy Ruth." А она говорит, это твоя тетя, Дейзи Рут. And I said, "Aunt Daisy, Я говорю, тетя Дейзи. I can't believe you're calling me. Я даже не могу поверить, что вы мне звоните. I hadn't heard from her in 35 years. Я уже о ней ничего не слышал, мы не общались 35 лет. She was my mother's sister. Она сестра моей мамы. My mother died 11 years ago, Моя мать умерла 11 лет назад. and she is the only surviving sibling, my Aunt Daisy. И теперь вот единственная родственница моей, да, вот из того поколения, ну, более старшего, осталась у меня только тетя Дейзи. She was calling from a city that was a 3-hour drive from where I live. Вы знаете, она звонила из города, который находится всего в 3 часах езды от нас. I started talking with her and said, "Why are you calling?" And she said, "I have a picture of your mother I would like to send to you." И я у нее спросила, зачем она мне звонит, она говорит, у меня есть фотография твоей мамы, я хочу тебе ее переслать. She said, "It was when she was a small girl. Would you be interested?" Говорит, у меня вот я нашла фотографию, где она еще совсем маленькая девочка. Ты хотел бы, чтобы я тебе ее переслала? I said, Я говорю, "Absolutely." конечно. So we talked for a while, И мы вот долго с ней общались, a long while. долго очень говорили. And I asked her many questions. Я ей много вопросов задавал. And she was telling me stories about my mother. И она мне начала рассказывать истории жизни моей мамы. And I said, "Aunt Daisy, I need to come visit with Я you. говорю, тетя Дейзи, я должен к тебе приехать. Now that I know where you live." Теперь я знаю, где ты живешь. And she said, "I would love it." И она говорит, как бы мне этого хотелось. So I made arrangements. Так я все сделал, I called my brothers все организовал. Я позвонил братьям, who live about 12 hours drive
А они живут, знаете, где-то в 12 часах езды. And I said, would you like to go? И спросил у них, а вы бы хотели со мной And поехать? they said, absolutely. Они говорят, конечно, хотели бы. So we made plans. Итак, мы все запланировали. That was the week that when I went to the doctor and they told me I needed to have gallbladder surgery. Но в этот же день, на этой же неделе у меня был визит к врачу, и выяснилось, что мне была нужна операция на желчном пузыре. It was 2 weeks before I was to come to Ukraine. Кстати, это было за 2 недели до моей запланированной поездки в Украину летом. So I called my aunt. Тогда я позвонил тете, There was no answer at the phone. но она не отвечала. And I called her son, Я позвонил ее сыну, my cousin, моему двоюродному брату, and told him we couldn't make it. и сообщил, что, к сожалению, у нас не получится We'd have to приехать. delay. Да, из-за операции пришлось перенести визит. But after I got out of the hospital, we would go. Но я сказала, как только я выпишусь из больницы, мы обязательно к ней приедем. So about a week after I got out of the hospital, Через неделю после операции I called her up again to say I'm ready to come visit with я you. позвонил тете, хотела ей сказать, что теперь мы можем приехать. And my brothers were calling me, И в это время мне уже звонили братья, saying set up a visit. говорили, давай уже организовывай, когда мы сможем поехать. And so when I called her to set it up, И вот я ей уже позвонил, чтобы конкретно договориться Again, о there was no дате, answer at her но она не phone. ответила снова. so I called again. Снова No answer. перезвонил, позже опять она не Said she may отвечает. still be in the hospital. Maybe I need to go see her. Он подумает, может она в больнице, может мне нужно поехать ее проведать. So I called her son. Я перезвонил ее сыну, There was no answer. но и он не ответил. Then he called me back, Позже он мне перезвонил, and his name is Larry. его зовут Ларри. And I said, Larry, I'm not trying to bother you. И говорит, Ларри, я ему говорю, Ларри, ты извини, что я вот так вот тебе надоедаю. We were supposed to come visit with your mother, and I was just checking to see how she's doing. Просто мы хотели к маме в гости твоей заехать, и я хотел узнать, как, что она. It had been about 2 weeks. Прошло всего 2 недели. And he said, oh, did you know she died? А он мне говорит, а ты что, не знала? Она умерла. And I was shocked. Знаете, какой-то для меня был I said, шок. what do you mean she died? Я говорю, как это умерла? Said she went into the hospital, she was feeling bad, and they said to just stay in the hospital, and she would get better in a few days. Она пошла в больницу, не очень хорошо себя чувствовала. Они ей сказали, что они исследуют, посмотрят, но как бы думали, что ничего серьезного, и через пару дней она ее выпишет. But she didn't get feeling Но better. оказывается, ей не стало лучше. In fact, she told her son, Более того, она сказала сыну, she said, I'm ready to go home. я готова отправиться домой. And I'm not talking about home, I'm talking about home. И я не говорю о простом доме, я говорю о настоящем доме. Because when I had talked with her before, Потому что когда я с ней до этого разговаривал, I said, we're going to come down and visit with you, and we're going to have a great visit. я ей говорю, вот мы к вам приедем в гости, и мы замечательно пообщаемся. And she said, we will, if the Lord wills. А она мне ответила, And I said, общаемся, если Господь I позволит. told her, I said, I think he's willing, don't you? А я ей говорю, ну мне кажется, он этого хочет, разве ты этого так не думаешь? And she said, we'll see. А она мне ответила, посмотрим. Well, James chapter 4, Иакова, 4 глава, verse 7, 15, 15 стих. now has a new meaning to me. Этот стих теперь имеет для меня совершенно новое значение. I write in my Bible. Вы знаете, я в своей Библии пишу, I think you ought to делаю write in yours пометки. too. И я думаю, вы в своей Библии тоже должны делать пометки. Someone told me that a short pencil is better than a long memory. Однажды мне человек сказал, что даже маленький карандаш лучше, чем самая хорошая память. In my Bible, У меня в Библии next to James chapter 4, verse 15, напротив Иакова 4:15 I've written Aunt Daisy. написано тетя Дейзи. Don't write Aunt Daisy in your Но Bible, вам не нужно писать тетя Дейзи, да? but write something that's important to Но you. напишите то, что для вас важно. And never forget, И никогда не забывайте. you ought to say, if the Lord wills, we shall live and also do this or that. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Богу, и живы будем, то сделаем то или другое. One thing I know, Я знаю одну вещь. the Lord is willing and wanting for all of us to be faithful to Him. Господь точно хочет, чтобы мы все остались Ему Whether you верными. live in America or Неважно, Ukraine, где вы живете, в Америке или Украине. God bless И you. пусть вас Господь благословит.